Хочу рассказать одну свою детскую историю, такая забавно-страшная. Был поздний зимний вечер. В то время я гостила у бабушки на даче, это было в Ленинградской области. И было мне, дай Боже вспомнить, лет так 6-7. Бабушка пошла гулять с собакой, а я поздно опомнилась, что как бы тоже хочу с ней за компанию. Я тогда быстро-быстро-быстро оделась и выбежала в ночь на участок. Помню, еще было полнолуние, и луна более-менее освещала участок. Добежала я до калитки, начала замедляться. Бабушки нигде не видно, а на улице вообще никого, и фонарей нет, темно. Пару раз крикнула, ответа не последовало. Я решила тихо, мирно, перебежками вернуться в дом. Но что-то атмосфера была гнетущей, и я рванула к дому бегом. Бежала по тропинке от калитки к дому, глянула вправо, а там мужик сидит. Тут совсем припустила от паники. Забегаю в дом, дрожащими ручонками закрываю входную дверь, а первая дверь у нас была с большим таким стеклом, все видно. Смотрю через дверь, а тут мужик из-за угла выглядывает, и тут вообще перепугалась. В итоге поутру выхожу на улицу. Выглядывающий, в кавычках, мужик из-за угла дома оказалось всего лишь покосившийся фонарем. А мужик, который сидел на корточках у тропинки, оказался нескошенным засохшим кустом, который просто удачно осветила луна. Все-таки оправдывается старая поговорка: у страха глаза велики. Сам себе напридумываешь такого, чего и не было. Кстати, по скрипту. Бабушка и Собакен вернулись домой в целости и сохранности. Видать, в приступе паники я все-таки про них не забыла и не закрыла все двери на засовы. Так что вот так вот. Всем счастья и пухлых кроликов!